Сегодня я собрал для вас моменты яростных нападений орлов, снятые на камеру. Орлы считаются одними из самых выдающихся хищников на Земле и могут нападать даже на крупных животных, таких как олени, львы, медведи, крокодилы. Когда наступает время охоты, они действуют без промедлений. С бешеной скоростью они спускаются вниз, не давая своей жертве ни малейшего шанса на спасение. Поехали! Нападение орла на обезьяну. Орлы часто становятся хищниками для обезьян, особенно в тех местах, где их территории пересекаются. Эти приматы привлекают внимание тем, что они более заметны, чем другие представители животного мира. Этот недостаток делает их легкой добычей для орлов. Обезьяны входят в число основных жертв этих птиц. На одном из таких примеров бедная обезьянка стала жертвой орла, и, несмотря на отчаянные попытки освободиться, у нее не было ни малейшего шанса. Одной из ключевых причин, почему орлы считаются непревзойденными хищниками, является их удивительное зрение. Каждый глаз способен фокусироваться на двух разных объектах одновременно, в отличие от большинства животных, которые могут концентрироваться лишь на одной цели. Орел напал на оленя. А на этих кадрах мы видим яркий пример атаки орла на крупное животное. В данном случае жертвой стал олень, который, несмотря на свою скорость и силу, не смог избежать смертельной хватки. Стоит отметить, что орел, несмотря на свою относительно малую массу, 15 фунтов, сумел поднять и протащить жертву весом более 220 фунтов на несколько футов. Это еще раз подчеркивает невероятную силу и ловкость этих птиц. Везучая лиса. Этой лисе явно не повезло попасть в поле зрения орла. Как только хищник схватил ее, казалось, что спасения уже не будет. Однако, вопреки всем ожиданиям, лисе каким-то чудом удалось вырваться и убежать. Это настоящий пример того, как судьба порой дает второй шанс, даже когда все кажется безнадежным. Рейдерский захват. Однажды дикая кошка поймала маленькую птичку, но орел, сидевший на ветке дерева, решил отобрать у нее добычу. Первая попытка хищной птицы оказалась неудачной. Кошка успела скрыться. При повторной атаке кошке пришлось бросить свою жертву, чтобы спасти собственную жизнь. Орел нападает на людей. Беркут — это одна из самых быстрых хищных птиц, уступающая по скорости только сапсану и способная разгоняться до 200 миль в час во время атаки. Эти величественные птицы часто используются кочевниками для охоты, а также принимают участие в различных состязаниях по соколиной охоте. В одном из таких соревнований, заснятых на видео, беркут должен был поймать приманку, которую держала девушка. Но вместо этого он выбрал в качестве мишени для нападения саму девушку. На другом видео отец фиксирует момент, когда беркут атакует его ребенка. Орел хватает малыша и пытается поднять его в воздух, но, скорее всего, вес ребенка оказывается слишком значительным для птицы. В результате беркут прекращает атаку, отпускает ребенка и позволяет ему упасть на землю. Нападение орла на других птиц. Журавль стал мишенью для орлана, который неожиданно напал на него во время полета. Птице удалось отбить первую атаку, а затем и следующую, которая последовала незамедлительно. На другом видео показано, как орел атакует курицу. Однако в данном случае ей на выручку приходят другие животные, находившиеся поблизости. С такой поддержкой любой противник будет бессилен. Еще в одном ролике орел нацеливается на попугая, сидящего на руке у женщины. Женщина замечает атаку и успевает спрятать попугая, принимая удар орла на себя. От боли она падает, но, к счастью, попугай остается целым и невредимым. Кровавая битва орла с вараном. В национальном парке Крюгера в Южноафриканской республике удалось зафиксировать захватывающее сражение между орлом и вараном. 43-летний гид и фотограф Родни Номбекана сопровождал группу туристов, отправившихся наблюдать за львиным прайдом и леопардами, когда случайно заметил противостояние между двумя дикими животными. Это было невероятно, такое зрелище я видел впервые, делится впечатлениями Родни. Группа наблюдала за этой борьбой около часа. По словам гида, бой длился около 5 часов. Мир природы полон неожиданностей, и никогда нельзя предсказать, где тебя ждет очередная потрясающая сцена из жизни диких существ. Даже когда кажется, что ты уже видел все, случается что-то новое, что заставляет изумляться заново, отмечает Номбекана. Национальный парк Крюгера расположен на северо-востоке ЮАР. Здесь обитает около 1500 львов, 12 тысяч слонов, 2500 буйволов, 1000 леопардов и 5000 носорогов. Нападение на рептилий. Орлы не отказываются от возможности перекусить различными рептилиями. Игуаны прекрасно подходят для этого. Как ни старалась рептилия бежать быстрее, грозная птица все равно настигла ее, схватила своими огромными когтями и унесла в неизвестном направлении. А здесь представлено нападение орла на гремучую змею.
Вероятно, это единственное животное из всей подборки, которое способно оказать хоть какое-то сопротивление пернатому охотнику. Однако, несмотря на это, даже гремучая змея оказывается бессильной перед ним. Пушистые жертвы орла. Кенгуру оказался в неподходящем месте. Над ним кружит орлиная стая, и лучше бы ему поскорее уйти оттуда. Впрочем, ему повезло, он благополучно избежал хищных когтей. Однако зайцу не повезло, и он стал жертвой пернатого хищника. Заяц значительно быстрее кенгуру, и, казалось бы, легко сможет уклониться от атаки, что и происходит в первый раз. Однако затем его догоняет хищная птица. На другом видео люди засняли трагический момент, когда орел крепко схватил кошку и пытается унести ее с собой. Кошка при этом отчаянно сопротивляется. Глядя на эти кадры, я поймал себя на мысли, почему люди не помогли бедному животному. К сожалению, орел унес несчастную кошку с собой. А здесь орел напал на небольшого пса. Собака упорно сопротивляется. Хорошо, что рядом оказалась хозяйка и помогла своему питомцу, иначе его ждала бы участь кошки. Хитрая самоуверенность. Орлы. Хитрые и умные птицы, и они искусно применяют свое умение летать. Если не удается победить противника силой, можно воспользоваться гравитацией. Например, сбросить козла с обрыва, и тогда сила тяжести сделает всю работу за орла, оставив ему только дождаться падения добычи. А здесь туристы сняли на видео, как огромная птица кружит над медведем, мирно прогуливающимся по поляне. Интересно, что же может сделать этот воздушный охотник с властителем леса? Похоже, орел предпринял попытку атаковать, но переоценил свои силы. Медведь, судя по всему, даже не заметил угрозы. Орел напал и украл дрон DJI Mavic. В 2021 году владелец дрона DJI Mavic опубликовал видео, на котором запечатлено, как орел атаковал его беспилотник и унес в неизвестном направлении. Этот случай, безусловно, необычный, но владельцу пришлось совершенно неожиданным образом расстаться с дроном, и, вероятнее всего, гарантия не покроет убытки. На записи видно, как дрон летит над горами, снимая панорамные виды. В какой-то момент происходит столкновение, и дрон начинает беспорядочно двигаться. Затем в кадре появляется крыло орла, который уносит беспилотник прочь. Связь с устройством прерывается, и, учитывая сложную местность, шансы найти его практически равны нулю. Все, что осталось у владельцев, это частично записанное видео, сохраненное на телефоне, и пульт управления. Орел охотится на крокодила. Орел охотится как на земле, так и на воде. На этом видео орел буквально вырывает молодого крокодила из реки, когда самка выводит свое потомство на водную прогулку. Быстрая атака становится неожиданностью для мамы крокодила. Мы видим, как она делает резкий прыжок из воды, пытаясь достать пролетающего над ней хищника и спасти детеныша, но ее попытки оказываются тщетными. Захватив добычу, орел усаживается на ветку и сразу приступает к трапезе. Кстати, в природе насчитывается около 60 видов орлов, относящихся к семейству ястребиных. Величие, сила, ловкость и выносливость этой птицы заслужили ей почет и уважение. В древности люди ориентировались на поведение этих птиц при выборе мест для поселения. Орел атакует змею. Как всем известно, змеи далеко не самые безопасные существа, и многие люди предпочли бы избегать встреч с ними. Однако орлы не боятся полакомиться рептилиями. На этот раз кадры демонстрируют борьбу между орлом и коброй. Видно, что змея не намерена сдаваться без боя. Она воинственно раскрывает капюшон и активно сопротивляется, но ловкость, расчетливость и физическая мощь орла берут верх. В конечном счете он прижимает змею к земле и наносит удары клювом, пока она не перестает бороться. Для орла заметить змею в траве задача несложная. Эти птицы славятся своим острым зрением и способны обнаруживать добычу на расстоянии нескольких километров. Площадь охвата во время полета может составлять до 5 квадратных миль. Благодаря большому числу светочувствительных клеток в сетчатке глаза орлы могут различать множество оттенков и воспринимать ультрафиолетовый спектр света. Атака против козла. Орлы – настоящие профессионалы в атаках с высоты. Они могут часами парить над территорией, выслеживая потенциальную жертву, которая даже не подозревает, что находится под прицелом. На этих кадрах орел нападает на козла. Мы видим, как он стремительно снижается сверху, вонзая острые когти в спину животного. В какой-то миг создается впечатление, что птица оседлала парнокопытное и скачет на нем. Жертва отчаянно сопротивляется, стараясь вырваться из схватки хищника, и ей это удается. На видео показан редкий случай, когда охота орла заканчивается неудачно. Козлу в этот раз повезло избежать участи добычи и сбежать, но такие исходы – исключение. Орлы – опытные охотники и обычно добиваются успеха. Орел против волка. А это видео демонстрирует непревзойденное охотничье мастерство орлов. Они способны справляться с животными, которые намного превосходят их по размеру, включая других хищников.
Орел – один из немногих, кто решается атаковать волка. Заметив свою цель на открытом пространстве, орел начинает снижение, увеличивая скорость. Волк видит хищника и пытается скрыться, но уже слишком поздно. Птица настигает жертву и вонзает когти в ее спину. Таким образом, даже такой опасный и опытный охотник, как волк, становится легкой целью для орла на открытых пространствах. Орел против бородавочника. Бородавочник – это млекопитающее из семейства свиных. Эти животные особенно уязвимы перед атаками хищников, включая орлов. На этих кадрах орлы нападают в тот момент, когда семейство бородавочников трапезничало. Обычно при встрече с врагом бородавочники редко вступают в бой и предпочитают спасаться бегством. Пока они уверены в своих силах на ногах, они не прибегают к использованию острых клыков. Однако одному из детенышей бородавочника не повезло, он не сумел убежать от орла. Мы видим, как орел буквально тащит поверженного детеныша через дорогу, удерживая его одной лапой. Орел против фламинго. А вот эти кадры демонстрируют стаю фламинго, отдыхающую у кромки водоема. Птицы спокойно плавают и бродят вдоль берега, не замечая надвигающейся опасности. Внезапно на них нападает белоголовый орлан. Заметив угрозу, фламинго разбегаются в разные стороны, но их настолько много, что они не могут рассеяться на значительное расстояние, поэтому поймать птицу для орла несложно. Этот орлан выбирает фламинго, находящегося чуть дальше от основной группы. Рядом находится еще несколько орлов, так что, скорее всего, этот фламинго не станет последней жертвой в этом противостоянии. В общем, исход сражения не вызывает удивления, поскольку орлы – очень крупные птицы, размах их крыльев достигает более 8 футов. Они занимают вершину пищевой цепи. Единственная серьезная угроза для них – это разрушение их естественной среды обитания и нехватка пищи. Орел против львов. Каждый знает, что лев считается царем зверей, однако орлы не признают никаких титулов. Этот хищник выбрал своей целью львиный прайд. Несмотря на дождь, орел терпеливо ждал удобного момента. Как только взрослые львы оказались на одной стороне, а львята на другой, орел решил атаковать. Эта птица применила нестандартную тактику. Она решила напасть не с воздуха, а с земли. Орел осторожно подбирается к львятам, которые уже заметили его и проявляют любопытство. Затем они начинают делать то, что обычно делают в таком возрасте – играют с ним. Львята по очереди нападают на орла, и тот оказывает активное сопротивление. В этом случае львята получили отличную возможность тренироваться в охоте. К счастью для них, орел оказался недостаточно силен. Вскоре вмешалась взрослая львица. На этот раз удача отвернулась от орла. Ну а львят можно поздравить с первой успешной охотой в их жизни. Сегодня они заработали себе вкусную еду. Думаю, что вы согласитесь со мной в том, что орлы – это одни из самых совершенных и опасных хищников на нашей планете. Их мощь, сила и хладнокровие вызывают искреннее восхищение. А теперь, друзья, я хочу сделать вам интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках. Или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. На сегодня это все. Спасибо за просмотр.